Всем привет! Сегодня у нас первый ролик в 2022 году. И это, конечно, топ самыми популярными, просматриваемыми, рейтинговыми мангами, манхвами, маньхуа и прочими комиксами за 2021 год. Не будем затягивать с роликом, все названия с количеством глав будут в закрепе. А в описании также названия на английском и всевозможные альтернативные названия. Ищите не в гугле или в Яндексе, а там, где вы читаете. Что ж, давайте начинать. И первый у нас «Мальчик с ружьем», жанр школа, триллер, ужасы. Отец при смерти, одноклассники сплошные отморозки, учителя не лучше и жизнь в целом не сахар. В такой сказочной атмосфере живет и мечтает маленький мальчик Гюхван, а мечты его принимают соответствующий оборот. Найти бы где-нибудь ружье и перестрелять их все, чтобы каждый хоть раз почувствовал себя в его шкуре. Мечты и реальность редко сходятся в одну линию, однако в этот раз реальность оказывается веселее. Главный герой находит рабочее ружье, сбежав от очередного обидчика, но даже не подозревает, что в это самое время его будущих жертв уже разделывает какая-то потусторонняя дрянь. Теперь нашего героя ждет сложный выбор. На кого же потратить 30 патронов, найденных вместе с заветным ружьем? Проект является приквелом к манхве «Милый дом». Возвращение замороженного игрока в жанр боевик, фэнтези, литературный РПГ. Однажды мир переменился, и появились такие явления, как врата, монстры, системы и игроки, которых ранее не существовало. На протяжении 5 лет между человечеством и захватчиками происходила борьба за власть и территории, и финальный босс Ледяная Королева появился. Если убить его, человечество сможет обрести свободу и вернуться к прежней жизни. 24 ноября 2024 года 4 из 5 игроков вошли в последнее подземелье на Антарктиде, чтобы победить финального босса на территории Земли. Одним взмахом руки Ледяная Королева заморозила Тихий океан, повергнув человечество в отчаяние. Последнему игроку удалось победить финального босса, однако в процессе поглощения ее ядра он превратился в ледяную глыбу. А спустя 25 лет, когда поглощение ядра завершилось, он очнулся от криогенного сна, получив способность заморозки X-класса. Регрессия мага 8 класса, жанр боевик, драма, фэнтези. История рассказывает про Яна Пейджа, архимага и первого человека, который прорвался на 6 класс, а затем через 7 и стал самым могущественным магом 8 класса. После целой жизни, состоящей из войн и убийств, континент был окончательно объединен благодаря его усилиям. И его желание – это прожить остаток своей жизни в мире и попытаться найти спасение для всей крови, которую он пролил. Тем не менее, его старый друг Рагнар, обезумев от паранойи, не мог терпеть рядом кого-то настолько сильного, так что он предал Яна и убил его. На последнем издыхании Ян пронзил свое сердце кинжалом, к которому была применена магия времени, что позволило ему переместиться назад в то время, когда он был еще маленьким мальчиком. Со всеми знаниями, которыми он обладал, Ян решил сделать нечто большее, чтобы прожить жизнь с меньшим количеством сожалений. Некромант города Сеул, жанр боевик, фэнтези, литературный РПГ. По неизвестной причине ученик средней школы Кан Уджин был призван в другой мир под названием Альфен, который выглядел как игра. Чтобы выжить в Альфене среди жестоких монстров, он сражался так отчаянно, используя всевозможные методы, что не сравнить с другими, и в результате стал некромантом максимального уровня. Но после бесконечного путешествия он повстречался с пространственным админом и без сожалений вернулся на Землю. Главный герой возвращается на Землю, которая уже отличается от родного дома из его воспоминаний. Теперь Земля — это совсем не тот мир, каким он его запомнил. 5 лет назад, после того, как он пропал, все станции метро в мире одновременно превратились в подземелье. Это назвали подземельным шоком. Его сила и возраст обнулились. Теперь посмотрим, как наш ГГ снова встает на путь становления сильнейшим некромантом Земли. Маг, пожирающий книги, жанр сёнэн, фэнтези, приключения. Теодор Миллер, лучший ученик магической академии по теории и худший по практике. Уже в 3-й раз получает уведомление о необходимости остаться на повторный курс. С каждым днем его мечта стать магом становится все дальше и дальше. Однако одним прекрасным вечером этот одновременно талантливый и безнадежный студент обнаруживает, что теперь он может питаться книгами, при этом обучаясь описанным в них заклинаниям. Невероятное обучение, жанр фэнтези, приключения, литературный РПГ. Однажды, посреди серых и скучных будней перед глазами главного героя, появляется уведомление: вы приглашены в обучение. Именно это небольшое окно с уведомлениями раз и навсегда изменило его никчемную жизнь. Будучи проигроком в отставке, он решил выбрать самый высокий уровень сложности. Конечно же, название «Адская сложность» говорило само за себя, но он и не ожидал, что все будет настолько ужасно. От нерадивого аристократа до усердного гения, жанр драма, боевое искусство, сёнэн. Юный Айрон Перейра сделал свой мир грез убежищем от боли трагедии прошлого. Людей забавляло это, они подняли его на смех и прозвали нерадивым аристократом. Однако подобное отношение никак не задевало нашего героя необходимостью меняться. Так бы все и продолжалось, не повстречая он во сне бездарного юношу, который 37 лет подряд обучался владению мечом, да так и умер с оружием в руках. Повторяя из раза в раз то, что ему привиделось во сне, он чувствовал, как тяжесть груди ослабевает. Теперь нерадивый ленивый принц будет усердно трудиться, дабы убежать от ленивого себя. Поднятие уровня с богами, жанр боевик, приключения, литр-РПГ.
Человечество потерпело поражение в войне против созвездий. Главный герой был храбрейшим и сильнейшим из всех, но даже его в самом конце ожидало лишь отчаяние. В последние мгновения людям был дан еще один шанс. Благодаря жертве бога времени Хроноса судьба человечества еще не была предрешена. Вернувшись в прошлое, Ю Вон снова пытается взобраться на башню со своим непревзойденным талантом, чтобы побороть древнее зло, которое грозит уничтожить этот мир. Ветролом. Жанр боевик школа Сёнэн. Старшая школа Фаурин известна самыми низкими результатами тестов, но у них лучшие бойцы. В этой школе полно всякого сброда. Ежедневные соревнования и распри, младшие свергают старших. Будь то Абон или Новый год, здесь всегда идут бои. Этой весной наш главный герой Сакура Харуко решает достичь вершины школы Фаурин и узнает о странной группировке с названием Защитники Фаурин, полученными за защиту города и его жителей. Они спасают слабых, обличая сильных, они союзники справедливости. Харуко становится ее частью и начинается битва за защиту города. Это история о том, как правонарушитель Сакура становится героем. Я становлюсь сильнее, пожираю все на своем пути. Жанр иссякай система приключений. Главный герой – международный преступник из Кореи, который скитался по миру и совершал различные преступления. Убийство, браконьерство, контрабанда и мошенничество. У него есть способность, чтобы он не съел, он не наедается, не отравится и переваривает все съеденное. Ким был пойман международной полицией, после чего втянут в неизвестный мир. Поедая сильных монстров в этом новом мире, он превращает их силу в свою собственную. Хоть это будет дракон, демон или даже сам бог, он съест все и вся. Проход защиты. Жанр боевик школа спорт. Проход защиты. Гарда. Название приема из джиу-джитсу. Лим Сэ Джун, обладающий крупным телосложением, толстяк, обожающий вкусно поесть. У него высокая самооценка и твердый характер, и его не волнует, что его дразнит и обзывают толстяком. У него есть только один друг, Со Хаджин. С самого детства она изучает джиу-джитсу, чтобы защитить Сэ Джуна. Однажды Хаджин увидела, что у главного героя проблемы с одним из его одноклассников и побила его. А что произошло дальше, узнаете, прочитав манхву. Инструкция по перерождению. Жанр иссякай сёнэн литературный РПГ. Однажды группу людей, включая главного героя Ли Кийона, призвали в другой мир. Они были выбраны в качестве воинов, что спасут этот погибающий континент. Однако не все смогут туда отправиться. Право отправиться на континент получают лишь немногие выжившие. Каждый человек получил окно статуса и специализацию, а некоторые и характерную способность. Ли Кийон получил глаза души, которые могут открывать свое и чужие окна состояния, а также скрытый уровень способностей. Уровень таланта у Ли худший из худших, большая его часть характеристик ничтожно низка, а общая оценка и вовсе советует ему даже не пытаться взять в руки оружие и принять свою судьбу, ведь его конец очевиден в любом случае. Отовсюду посыпалось множество монстров, настало тяжелое время, но так просто он не сдастся и будет использовать все и всех, чтобы выжить. От рыцаря самого низкого ранга до монарха. Жанр драма-фэнтези система. Когда ему было 15, он потерял свою правую руку на поле битвы. К 24 годам он учился разным уловкам, без которых в жизни ему стало не обойтись. Главный герой все время слышал слова наподобие «просто брось это дело». И вот когда ему было 39 лет, его товарищи убили, а он, лишившись и левой руки, упал с утеса. Но проглотив артефакт, о сущности которого ему ничего не было известно. Таким образом, 39-летний неудачник вернулся во времени, когда ему было всего 15. Теперь он готов предотвратить былые неудачи. Некромант-одиночка. Жанр апокалипсис сёнэн литературный РПГ. Человечеству было предложено занять новую роль в нынешнем мире выживания. Перед каждым человеком появился окно с уведомлением выбрать роль в разрушенном мире, а точнее игровой класс в течение 15 секунд. Классы обозначены на картах и имеют звездную систему от 1 до 5-звездочной. Наш главный герой Сон Ву выбрал 5-звездный класс Некромант, и теперь трупы, что обогряют землю, ему только на руку. Мир на грани разрушения. Существа, упоминания которых встречались лишь в мифах и легендах, теперь заполняют города, обживаются под людскими жилищами и в метро, пожирая все живое. Лавлок Великой войны. Жанр боевик фантастика сёнэн. Планета была в отчаянии, мир был погружен в хаос. И именно в это время появились люди со сверхчеловеческой силой. Они очистили многие страны от войны и спасли многие жизни. На Земле воцарился мир. Но никто так и не узнал, откуда они все пришли. Люди стали называть их героями и разделили их на две группы. Герои, охраняющие человечество в качестве защитников, и остальные, также известные как мобы. Два близнеца, восхищавшиеся такой силой, однажды поклялись войти в их ряды. Однако несколько лет спустя мечта младшего брата Хиро разбилась в пух и прах, когда он смог стать лишь тем, кто убирает последствия героических деяний. Посматривая на старшего брата, который смог стать героем, Хиро убеждает себя, что место в жизни выбирается с рождения. Но увидев отчаяние дорогого друга детства Ируки, который узнала страшную тайну о героях, Хиро решил раз и навсегда покончить с этим бредом и воспротивиться судьбе. Друид Сеульского вокзала. Жанр иссякай фэнтези литературный РПГ.
Пак Сухо был сбит грузовиком Саном. Когда он проснулся, то оказался в другом мире в лесу, полном чудовищ. Там он провел 1000 лет с животными и стал друидом. Убивая монстров и забирая их пространственную энергию, Пак Сухо вернулся обратно в свой мир. Тем временем, который превратился в мир жестокости. 10 лет назад всему миру открылась дверь в иной мир. Произошло пространственное сближение и мир соединился со множеством других, после чего началось вторжение монстров. Пропавшим во время Великой катастрофы, или как их сейчас называют, пробудившимся, выдали лицензии наемников, разрешающие охотиться на монстров. Они начали создавать гильдии и зарабатывать деньги на полях и подземельях. С появлением монстров на земле утвердилось господство хищников, а миром начал править естественный отбор. Однако неожиданно возвращение настоящего короля животного мира меняет все. Исчезнувший однажды друид Пак Сухо, который в течение 1000 лет вел ожесточенную борьбу не на жизнь, а на смерть, начинает свой путь к завоеванию мира. Вторая жизнь хирурга, жанра боевое искусство, фэнтези исекай. Поехал на медицинское волонтерство, а попал на гражданскую войну. Там ГГ хотел спасти пациента, но получил пулю в лоб и погиб. А после переродился в другом мире, став ребенком. Повсюду разграбленные повозки, люди в необычной одежде. Все это напоминает мир Мурим. Оказав первую помощь пострадавшим, а после встретил спасательный отряд из лечебницы 3 поколений Поднебесной и самого Пак Ринсона, он осознал, что находится в мире романа про боевые искусства. Один из тогда спасенных им – это главный герой книги, будущий небесный демон Ехарюн. «Эй, за то, что спас, можешь звать меня старшим братом». Вот так они с ним и сдружились. А Пак Ринсон, рассмотревший в нем талант, стал ему учителем. Его зовут Чин Чхон Хи, он последняя надежда Канхо, и это его история. Созвездие, вернувшееся из ада, жанр боевое искусство, приключения, литературный РПГ. Человечество узнало, что мифология не просто продукт воображения. Существа, прозванные созвездиями, были наиболее близкими к тому, что люди считали божествами. Они благословляли и расширяли ряды своих последователей. Земля с почти 10 миллиардами душ для них была сродни золотой жиле. Охотник – новая профессия, возникшая в эту эпоху. Почетная профессия, где вы занимаетесь защитой людей от опасности, подземелий и монстров. Сюжет повествует о парне по имени Чвей Йон Сон, охотнике С-ранга. С ранних лет он был помешан на силе. Будучи сиротой, которому не на кого положиться, он понимал, что ему нужно тренироваться, чтобы защищать себя. Его сила заключалась в боевых искусствах, но чтобы овладеть всей силой этого класса, нужно очень много времени. А в мире, где есть магия, эта сила среди охотников считалась бесполезной. И вот однажды к нему явилось одно из созвездий и предложило сделку. Она добродетельная богиня весов, и у нее есть способность видеть будущее. Через несколько лет большая опасность обрушится на Землю. Злые созвездия нападут на Землю в полную силу, а он ключ к тому, чтобы не допустить этого будущего. Она предложила ему силу, и недолго думая, Йонсон принял ее предложение. Это был квест на убийство демонов. Только эти демоны находились в бездне, в которой время течет медленнее. Бездна – это место, не имеющее каких-либо границ. В ней содержится множество монстров и созвездий. Почти 10 тысяч лет прошло с начала той миссии. Хан не требовал ни еды, ни воды, ни сна. Он мог жить вечно. Его цель – пройти все испытания и вернуться в свой мир, дабы предотвратить катастрофу. Легенда о Сури, ядовитый дракон, жанр драма, боевое искусство, фэнтези. Чин Джаган – единственный выживший из семьи древнего рода Як, людей которого нещадно истребляют. В столь юном возрасте ему пришлось столкнуться с несправедливостью, узнав, что есть отчаяние, питаемое видами рек крови и гор трупов. Дойдя до апогея терпения, в нем пробудился демон, который не успокоится, пока не воздаст должное каждому, пока не убьет каждого. Магический стрелок, жанр боевик, игра, фэнтези. Главный герой – опытный снайпер. Во время сортировки снарядов он был контужен разрывом снаряда, после чего долгое время не мог ходить, а потом и вовсе впал в депрессию. Семья больше не может смотреть на его страдания и покупать для него VR-капсулу. Революционная VR-игра Средиземье подарила ему новую жизнь. Деньги, полученные в Средиземье, имеют реальную ценность, поэтому теперь его цель – заработать денег на операцию для своих ног. Тем не менее, он испортил свой шанс, выбрав персонажа самого низкого уровня. Черный порох, железные шары и шомполы. Он покажет всем, что такое настоящий мушкетер. Нуб максимального уровня, жанра боевик, сёнэн-литературный РПГ. Главный герой Джин Хёк, абсолютно помешанный на играх, был единственным человеком, который видел окончание игры Башни Испытаний. Однако после того, как игра перестала быть такой популярной, ему стало трудно продолжать зарабатывать на жизнь в качестве того, кто обозревает игры. Поскольку Джин уже видел окончание игры, он собирался бросить играть. Но однажды Башня Испытаний стала реальностью, и Джин Хёк взял на себя спасение планеты быстрее, чем кто-либо мог. Реинкарнация темного магистра, жанра боевое искусство, исекай, фэнтези. Пак Джон Хё, как истинный последователь боевых искусств Мурима, прожил бурную жизнь и, достигнув всего, к чему стремился, мирно принял свою смерть. Но по какой-то причине он очнулся в теле Романа Дмитрия, дурачка семейства Дмитриев. Когда он открыл глаза, первое, что он увидел, завещание, написанное Романом, и несколько таблеток на полу. Королевство Кайра, которое часто воевало, выбирало представителей от каждой семьи и заставляло их служить королевству. А Роман, который был выбран, чтобы пойти в армию и представлять свою семью, покончил с собой от страха. Но какую бы жизнь он ни прожил, теперь владелец тела, лидер секты небесных демонов Пак Джон Хёк. Выжить в романе, жанр сёдзе, ужасы, исекай.
Чарли ведет блаженную и комфортную жизнь в любовном романе «Я буду любить тебя завтра». Она настолько сильно зациклена на главном герое романа Джинни, что все статисты превращаются в буквально черные тени. Но вот однажды ее история внезапно меняет жанры. Она осознает, что если она хочет жить, то ей нужно будет объединиться со статистами, которых она раньше игнорировала, и работать с ними вместе, чтобы выжить. Новая жизнь убийцы богов. Жанр боевик сёнэн литературный РПГ. Миру пришел конец, уже год как люди терпят поражение в войне с демонами. Большинство людей были зверски убиты, а выжившие просто стали сосудами для рождения новых монстров. Главный герой Джеффер, как последний оставшийся в живых человек, продолжал сражаться, а в финальной битве с дьяволом Тартарсом использовал самоубийственную атаку и погиб, оттяпав напоследок руку дьявола. Он должен был отправиться прямо в преисподнюю, но из-за настойчивых просьб нескольких богов, а также дьявола Тартарса, который не мог смириться с таким позором, главному герою дали возможность вернуться на 10 лет назад, что означает, что у него есть шанс изменить исход битвы. Однако все не так радужно, как хотелось бы. Это не милость богов, они просто желают еще хлеба и зрелищ. Хотят видеть, как люди и главный герой испытывают отчаяние и страх. Демоны, которые забрали у людей все, и боги, которые спокойно наблюдали за этим. Джеффер использует этот шанс, чтобы отомстить не только дьяволу Тартарусу, но и всем богам, что бросили людей. Пламя бесчисленных невзгод. Жанр сверхъестественная мистика фэнтези. Линдзи, доктор фольклористики, пожелал обладать всеми книгами в мире и провел ритуал. В тот момент, когда перед ним появилась дверь, он понял, что открыв ее, его мечта сбудется. Однако цена это никогда не вернулся на землю, и он был готов заплатить ее. Пройдя через дверь, Линдзи оказался в другом мире в Назине. В этом мире он владеет книжным магазином. Он добр и полон энтузиазма, всегда рекомендует книги, которые исцеляют душу разочарованным и подавленным гостям, а иногда читает свои собственные работы. Со временем эти гости стали относиться к нему очень уважительно. Каждый день приносили простые сувениры, просили рекомендовать книги и рассказывали окружающим о поступках обычного владельца книжного магазина. Они уважительно и нежно называют его гиеной злого бога, вестником Евангелия из плоти и крови, составителем ритуала и трупа, и пастырем звезд. Дело в том, что для него это обычные книги, но для его посетителей это магические книги, от силы которых многие даже падают в обморок, ведь в этом мире есть магия, духи и прочее. Ну и все это обыгрывается тем, что все думают, что главный герой невероятно сильный и умный, аж божественного уровня. Реинкарнация мага тьмы спустя 66 666 лет. Жанр фэнтези приключения. Могущественный темный маг Диабло Вольфер был запечатан 12 богами бесконечности времени. Спустя 66 666 лет он находит способ спастись, переродившись во времени, когда волшебники почти утратили свои знания и силу. В новой жизни он является новорожденным старшим сыном графской семьи Уэлтон. Теперь его зовут Джейми Уэлтон. Однако старые боги все еще восседают на своих тронах, и вера в них сильна. Он, Диабло Вольфер, человек, едва не повергших самих богов. Заполучив билет в новую жизнь золотой ложкой, а также шанс отомстить, юный аристократ начинает свое восхождение. Игрок, который не может повысить свой уровень. Жанра боевик фэнтези литературный РПГ. 18 лет назад вдруг появилась башня и врата, откуда повалили монстры. Но также появилась небольшая горстка людей, обладающая сверхчеловеческими способностями – игроки. В реалиях игрового мира игроки стали символом богатства и предметом зависти. Главный же герой не был избран и сейчас работает доставщиком еды. Но в итоге ему все же повезло, и в возрасте 18 лет Ким Гю Кю стал игроком и был призван в башню. Он считал, что теперь его жизнь просто обязана наладиться, ведь он имел скрытый уникальный навык. Но что бы он ни делал, как бы ни старался, даже спустя 5 лет его уровень оставался прежним. Никто, в том числе даже сам Ким, не предполагал, что его способностям только предстоит раскрыться и сотрясти башню до основания. Возрождение Хуашань. Жанр боевое искусство фэнтези. Главный герой – 13-й ученик Великой Школы Хуашань, один из 3 величайших фехтовальщиков в мире, благородный клинок Святой Счастливый Чхон Мён. Последним ударом клинка он убивает Чхонма, основателя демонической секты, повергшего весь мир в хаос, и погибает на вершине горы из голов тысячи демонов. А спустя 100 лет он перерождается в теле ребенка, чтобы возродить из пепла некогда одну из самых великих, но ныне всеми забытую школу Мурима Хуашань. Цветки сливы рано или поздно опадают, однако когда приходит холодная зима, а за ней весна, слива распускается в своем полном великолепии. Чтобы не умереть, жанр боевик травма-школа. Лим Даджун, ученик старшей школы и извечная мишень для издевок в школе. Будучи уже на грани того, чтобы отказаться от своей жизни, он случайно натыкается на интервью по телевизору, в котором говорил со школьником, убившим своих одноклассников, которые издевались над ним. Главный герой вдохновляется увиденным и тоже решает отомстить. Вместе удается, он случайно толкает под машину Ли До Юна, который был главной его проблемой в школе. Однако с этого момента его жизнь переворачивается с ног на голову. Школьным денькам конец, и теперь ему придется выживать в жестоком уличном мире и сделать все, чтобы не умереть. Ну и последнее, не по значению, убить злодея. Жанр боевик сверхъестественное фэнтези. В этом мире есть люди с особыми способностями, и разделены они на 2 типа. Те, у кого есть кровь Дитя Дня, и те, у кого есть кровь Дитя Ночи.
Одни пробуждают их и совершают преступления, находясь под контролем собственных желаний. Это те, у кого есть кровь Дитя Ночи, их называют злодеями. Другие же люди с суперспособностями сражаются против злодеев. Те, кто стоят на стороне общества и получают поддержку. Это те, у кого есть кровь Дитя Дня, их называют псайкеры. Главного героя Кассина, популярного первоклассного псайкера, убили и ложно обвинили в убийстве своего друга. Когда он, умирая, думал о том, что это конец, его душа переселилась в тело школьника силой Дитя Ночи. Теперь псайкер высшего класса решает перестать геройствовать и ступает на путь злодея. Также еще несколько топовых и популярных манги этого года. Оклянись. Фудзина – четвероклассница, которая рисует юнкомы для школьной газеты. Рисунки делают ее звездой класса, но однажды ей говорят, что Кюмото, ученица, которая отказывается ходить в школу, тоже хочет нарисовать мангу для школьной газеты. Стеклянный и душевный ваншот от Футимото Тацуки, автора Человека-бензопилы, Огненного удара и других тайтлов. Также 4 рыцаря апокалипсиса. История является продолжением манги 7 смертных грехов. Начало манги знакомит нас с Персивалем, 16-летним парнем с парящего острова Палец Бога, который после определенных событий отправляется в путешествие по волшебному королевству под названием Британия. Также Дан-Да-Дан. Такакура, одержимый оккультизмом, не верящий в призраков. И Аяса, девушка, не верящая в пришельцев. Пытается преодолеть свои разногласия, когда сталкиваются с паранормальными явлениями. А точнее, с озабоченными призраками и инопланетянами, которые хотели их трахнуть. Это манга не от мира сего. Ну а на этом у меня все. Все названия в закрепе и в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока.